Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам, как сделать вот такой милый пряник с кактусами ко дню влюбленных. Пряник совсем не сложный и подойдет для начинающих. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра! Пряник я испекла заранее, покрыла глазурью и перенесла картинку. Как все это сделать, можно посмотреть в моих видео, в описании есть ссылка на плейлист, а также в описании есть ссылка на изображение. Для начала я ставлю линии помощницы в местах, где будут складки, и рисую сердечко, пока линии высыхают. Далее рисую горшки, в которых растут наши кактусы. Заливку начинаем с отдаленных элементов, это нижняя часть горшков. Контур и заливку делаю одной и той же глазурью в консистенции 20 секунд. Опускаю носик корнетика в глазурь и не спеша выдавливаю ее и сразу распределяю в пределах элементов. Все неровности можно исправить шилом или зубочисткой. Смежные элементы заливаем, когда на соседних глазурь уже схватилась. Это важное правило, поэтому даем этим элементам подсохнуть, а пока приступаем к кактусу, который расположен дальше. Также рисую контур и этой же глазурью заливаю. Чтобы глазурь ложилась ровно, а не волнами, ее нужно расправлять кончиком корнета сразу при нанесении на пряник. Выдавливаем немного глазури, опускаем носик корнетика в глазурь и, нажимая на корнетик, выдавливаем глазурь. При этом одновременно колебательными движениями сразу же ее распределяем в пределах элемента и тем самым выравниваем поверхность глазури, как я это делаю на видео. Далее возвращаемся к горшкам, нижние элементы уже схватились, рисуем следующие. Глазурь у меня в консистенции 20 секунд, более подробно про консистенции посмотрите в моем видео про глазурь. В описании есть ссылка на плейлист, где можно найти все видео с рецептом пряников и рецептом глазури, про консистенции глазури, как перенести картинку на пряник, про базовую заливку и другую полезную информацию. Для этого пряника я использовала красители фирмы Криама и Топ Декор. Два оттенка зеленого Криама, травяной зеленый и лесной зеленый. Также смешала коричневый от Топ Декор и карамельный от Криама. Черный использовала для земли от Топ Декор и красный от Криама для сердечка. Черная глазурь у меня в консистенции пайпинг, кладу ее неровно, бугорками, имитируя рыхлую землю. Даю черной глазури подсохнуть и заканчиваю заливать горшки. И отправляю пряник сушиться минимум на 5 часов. Вот такой пряник получился на этом этапе. Буду его расписывать красителями. Открываю изображение и раскрашиваю пряник точно так же, как на рисунке. Выделяю тени и свет. Кактус я расписываю красителем зеленого цвета с добавлением немножечко черного, чтобы цвет не был очень яркий. Выделяю темные участки и растушевываю, чтобы не было четких границ. Горшки расписываю коричневым красителем.
Белым красителем осветляю немного кактусы в нужных местах и сердечко. Черным красителем и тонкой кистью рисую лица у кактусов и все контуры на прянике. Розовым красителем делаю румяна, белым красителем рисую блики. Далее глазурью, которой заливала кактусы, делаю иголки. Для этого можно использовать глазурь более темного зеленого цвета. Будет смотреться эффектнее. После того, как иголки высохли, делаю на некоторых блики белым красителем и обвожу черным красителем иголки. Вот такой милый пряник с кактусами у меня получился. Мне он очень нравился. Я его еще в прошлом году заметила, но не успела в прошлом году сделать. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, видео окажется полезным. Не забывайте отмечать меня в инстаграме. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного. Всего вам доброго.